Будьте здоровы, люди вольные, а также те, кто болеет часто, особенно кашляет. Сегодня как раз речь пойдет об этом, как вылечить, ну или по крайней мере уменьшить дискомфорт от сильного кашля в лесу, в походе, во время любой другой вылазки. Ну, естественно, должна быть с собой какая-то аптечка во время любого похода, во время любого мероприятия. Но в аптечке невозможно держать лекарства от всего. То есть, если постараться собрать аптечку от всего, то это будет баул литров на 80. Поэтому, естественно, от кашля, как правило, ничего в аптечке нет. Но есть выход, старый дедовский способ, а точнее, я бы сказал, старый бабушкин способ, как вылечить кашель, ну а точнее, немного его нейтрализовать. И для этого понадобится не аптечка, а ваш продуктовый набор. Ну вот в данном случае котелок. Понадобится, конечно, не сам котелок, а крышка от него и еще кое-какой ингредиент. Вот он. Это сахар. Самый обыкновенный сахарный песок. Он есть практически у всех. У меня он тоже есть, хотя я сахар практически не ем. Чай я пью без сахара, только если кофе. Но тем не менее у меня всегда с собой есть сахар. Вот такая вот небольшая бабаечка. Вот. И как правило сахар есть у всех. Но если даже нету сахара, может подойти и сироп, который в принципе в лесу даже можно выварить из некоторых растений. Вот. Но нам сейчас потребуется сахар, ложка и какая-нибудь посудина. Ну и естественно костер. Сейчас надо будет развести сначала костер. Большого костра для этих целей не нужно. Подойдет вот такой вот небольшой пищевой костерчик. Значит, после того, как он разгорелся, ставим крышку. Надо ее сначала слегка нагреть. И еще понадобится вода. Но воды на самом деле надо будет совсем немного. Воды буквально, наверное, пол-ложечки. Вода нужна по большому счету только для того, чтобы смочить дно крышки. Вот так вот смочить. Дальше что? Берем сахар и на намоченную крышку прямо на воду высыпаем. Ну так более-менее равномерно. Где-то 5-6 ложек сахара. После того, как сахар насыпан, его так более-менее равномерно распределить. Вот, он слегка намочился, вот здесь видно. Вот это то, что надо. Теперь ставим на огонь. Слишком сильный огонь тоже быть не должен, поэтому слегка его разгребу сейчас. Но по большому счету степень нагрева можно регулировать вот самой этой крышкой, то есть ее можно даже держать, поднимая или опуская.
Ну все, процесс начался. Сахар начинает плавиться. Вот даже слегка закипел. Ему не надо позволять слишком активно кипеть, регулируя степень нагрева. По сути, сейчас его надо выварить в такую карамель. Я думаю, кто-то ел, кто постарше ел в детстве такую. Петушки на палочке из нее делают. Либо просто вареный сахар. Его еще называют жжёнку. Жжёнка. То есть мы сейчас делаем жжёнку. Так как ручка нагревается, можно вот так вот с помощью ножа это все делать. Жжёнку надо сделать до тех пор, пока она не станет чуть более темного, чем карамельного цвета. Такой темно-коричневый. То есть почти что подгоревшая она должна быть. И на вкус слегка горьковатая. Вот уже становится заметно, она становится уже такой, темнеет. Темнеет и превращается в такого карамельного цвета массу. И потихонечку она густеет. Но это еще не все. Продолжаем делать. Здесь главное не прозевать момент, потому что очень быстро она может поджариться и уже сделаться совсем несъедобной. Поэтому важно этот момент не упустить и контролировать процесс. Вот сейчас она уже такая достаточно темная, но еще пока не готовая. Ну вот, процесс, в общем-то, завершен. Вот она стала такой темной. Теперь оставляем ее на какое-то время. Сейчас она должна остыть. Вот такая вот. Сейчас она еще пока жидкая. Ее можно либо сделать ровно, чтобы она была по всей крышке, по всей емкости распределена, либо вот так вот наклонив ее, сместить немножко. Вот. Поставить вот так вот. Взять вот так вот дощечку, какую-нибудь палочку, поставить немножко под наклоном, ну, что-нибудь побольше, вот так, чтобы она перетекла в одну сторону. Таким образом, сейчас, когда она застынет, она будет не совсем тоненькая, а такая более-менее толстая, как леденец. Ее будет рассасывать удобнее. Вот этот цвет, то, что нужно. То есть такой темно-коричневый, но не черный. И она должна быть слегка горьковатая. Потому что если она будет вот такого цвета, карамельного, как здесь, она будет сладкая. Ну, в общем, эффект тоже будет, но чуть-чуть поменьше. Пока жжёнка стынет, нужно заметить, что этот способ
работают не от всего кашля, конечно, в основном от сухого кашля. Вот, но от кашля с мокротой он тоже немножко помогает, то есть хотя бы облегчает это все. После того, как жжёнка остынет, она становится твердой такой, как леденец. Вот, и она, естественно, оттуда вот так вот просто не вывалится. Вот, она прилипает. Вот, и извлечь, собственно, ее отсюда можно несколькими способами. Ну, допустим, можно ножом ковырять, вот выковыривая куски. А можно, допустим, перевернуть, попробовать постучать сверху, чтобы она вывалилась целиком. Вот она уже трескается потихонечку. То есть вот сейчас она уже, вот уже даже отлетает. Вот кусочки отлетают. Вот такие. То есть можно и таким способом воспользоваться. В общем, все от посуды зависит, как она прилипнет. И, соответственно, вот эти вот куски, их уже можно класть в рот и рассасывать, как леденцы. Собственно, вот это вот оно и есть. И вот как сейчас, вот это вот такой правильный цвет, темно-коричневый, то есть она должна немножко как бы горчить. Если извлечь жжёнку из посудины не получается ковырянием или ударами, тогда можно взять эту же посудину, уже с застывшей и уже с остуженной, застывшей вот этой вот жжёнкой, и снова поставить на огонь. Точнее, даже можно не поставить, а подержать над огнем. Посуда нагреется быстро, и она должна отлипнуть. Не нужно, естественно, доводить до того, когда она снова растает. А вот она слегка нагрелась, и вот элементарно легко, подцепив ножом, ее оттуда можно вот так вот извлечь. Ну, это происходит потому, что нагревается посуда, и между самой жжёнкой и посудой образуется небольшой слой, так скажем, более жидкий, и она отлипает. Ну, это как ледники, когда вот лавина сходит, примерно то же самое. И вот, собственно, она элементарно легко извлекается. После того, как жжёнку из посуды извлекли, посуда и ложка, они остаются вот в этой карамели во всей. Естественно, посуду нужно отмыть. Ну, в общем, тут тоже абсолютно ничего хитрого нет. В общем, и догадаться несложно. Также ставится на огонь. На этот раз уже основательно. Вот, и сейчас она, после того, как нагреется, добавим еще немножко воды. Вот, и все. Вот эта вот застывшая карамель, она растает, смешается с водой, и ложкой ее вот так вот побаландать. И, в общем, можно элементарно посудину вымыть, будет чистенькая, как новенькая. Вот видно, как уже растаяла карамель снова. Теперь сюда добавляем воды. И той же ложкой начинаем отмывать. Пускай вода кипятится.
Ну вот, после несложных процедур посудинка чистенькая. В общем, можно ее использовать для любых дальнейших целей. В общем, все элементарно просто. А вот эту вот получившуюся жжёнку, она крошится на вот такие леденцы. Вот. И уже ее нужно сосать. Единственное, что она не помогает сразу. Вот когда бывает кашель такой сильный-сильный, когда буквально и спать невозможно. Думаешь, что сейчас легкие выплюнешь. Бывает такое. Вот где-то 5-6 столовых ложек сахара. Из них получается вот эта жжёнка. Ее съедаешь, точнее не съедаешь, а рассасываешь медленно. И она помогает, ну, где-то минут через 10-15, может быть 20 после того, как вот всю эту массу ты съешь. То есть она моментально не помогает. Проходит какое-то небольшое время, это тоже нужно понимать. Ну вот, в принципе, и все. Будьте здоровы и не кашляйте.